Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион на канале Астро Инспирасьоне. Таро прогноз, что изменится до конца июня в вашей реальности, в вашей судьбе. Вот давайте мы с вами и узнаем. Сегодня мы пройдем 6 шагов, которые изменят вашу реальность. Особенно обратите внимание на третий шаг. Там скрыт секрет вашего финансового исцеления, как по Хирону. И у нас планета Хирон, как символ израненного целителя и какого-то затянувшегося сценария, перейдет 18 числа в знак зодиака Телец. Все долгие 7 лет он был в знаке зодиака Овен, правда, только до сентября. Это первый такой пробный заход. Но вот именно до середины сентября нам те обстоятельства в жизни, которые будут происходить, будут говорить и подсказывать о том, чем вы будете заниматься последующие 7 лет, когда окончательно Хирон перейдет таки в Телец, хоть это произойдет в 27 году, но как и Хирон в Тельце, и Уран в Близнецах, мы говорим, да, два таких мощных транзита, они как рука об руку идут и будут определять нашу реальность. Вот смотрите, сила без иллюзий, можно сказать и так, да, карта критического мышления. Может быть, для кого-то из вас сложные вопросы вы сейчас, мои дорогие любимые скорпионы, решаете, которые нужно вот именно договариваться, и договариваться не себе в ущерб, или не верить обещаниям, не строить каких-то иллюзий, а именно критическое мышление – и ваша чуйка, хочется сказать. Тут, знаете, себе, конечно, не добавить каких-то ненужных эмоций, как в виде сомнений. А вот холодная голова до конца июня вам дает правильную подсказку, как делать, куда, может быть, чем не заниматься, на что не соглашаться, мои дорогие. Вот именно вы сейчас в центре вашего внимания. Я не исключаю, что у кого-то это могут быть вопросы личной жизни, которые связаны, ну, с любовной историей. Для мужчин это женщина, девушка, которая вызывает страстные чувства, с которой хочется быть рядом. Для вас, мои дорогие девочки, особо. Потому что эта карта, чаще мы говорим, женская сила. Это вы привлекательны для противоположного пола. Итак, что изменится до конца июня? Что нам расскажут карты? 6 шагов. И первый шаг. Что тянет назад? Отношения. Кто зеркалит вас? Кто или что появится у вас неожиданно? Помним, что не все контакты полезны. Третья карта, третий шаг. Что отпустить? За что себя возможно простить? И для кого-то из вас вот все то, что нам расскажут карты, это, знаете, как почему, может быть, в вашей жизни создается некая черная дыра с учетом Хирона в Тельце, а это благополучие, это финансовый достаток. Но я должна сказать, новолуние в Близнецах 15 числа, поэтому мы делаем расклад, да, тоже. То есть вот новолуние в Близнецах и Хирон в Тельце создают для нас палитру того будущего, которое служит поворотным моментом, потому как коммуникация, да, мы говорим о Близнецах, а новолуние – это всегда новый импульс. И если Хирон в Тельце мы добавим все то, что касается, может быть, какой-то черной дыры даже, которая по финансам, кстати, я такого тоже не исключаю, или куда утекает ваша внутренняя энергия. Вот такие вопросы будут очень важны. Поэтому по третьей позиции вот именно что отпустить, что уже теперь незначимо для вас, возможно, за что себя простить, и что сейчас важно, четвертая карта. Что изменится, а что изменит вас самих? Что произойдет дальше, как на будущее, к чему приготовиться? Итак, что же вас может тянуть назад, мои дорогие? Возможно, в вашем доме, в вашей жизни. А вот и правда, вопросы дома. Вот вам сейчас кажется вообще прекрасная карта, карта праздника после победы. Что-то у вас получилось. Получилось, может быть, создать. Чего-то вы добились. У вас сейчас прочная позиция. Но мы можем так несколько, все же по этой карте вопрос стоял, тянет назад. Конечно, это какой-то фундамент, который вы себе представляете. Базис в отношениях. Или когда, ну, если мы говорим о вещах, такое тоже бывает. Когда много лишних вещей. Может быть, их и немного, может быть, одна-две, но что-то сломанное, мои дорогие. Вот тогда, если мы говорим черная дыра, такое ведь тоже бывает, когда мы храним какую-то вещь,
на всякий случай. Или авось я потом где-то починю. Или не могу выбросить. Не могу, потому что, ну вот, дорога, любимая, еще что-то. Тем не менее, где-то эта карта. Да, все стабильно, говорит. Но чем-то ты как будто, ну, может быть, себя окружил. То, что ты думаешь, что это как, ну, такое, знаете, олицетворение стабильности, надежности. А на самом деле там все-таки есть что-то такое, вот именно в том пространстве, если мы о вещах, где вы находитесь, что только создает эту иллюзию. Для кого-то из вас это будет тоже такая своеобразная черная дыра, как представление. Или вам навязанное чье-то мнение. Хотя это сложно для скорпионов представить. Но иногда, ведь именно по этой карте дом идет и семья, мои дорогие. Поэтому мнение родственников, мнение родителей. Вот как они это себе представляют. Может быть, это вы принадлежите к более молодому поколению, потому что мои видео смотрят разный возраст. Или наоборот, вы сами, например, да, принадлежите к более старшему поколению. Но здесь есть такой момент, когда мы несколько подзастряли в нашем видении. Но давайте узнаем, так а что же тянет назад? Мы ищем правду истинную, мы ее находим. У кого-то это будет связано именно даже с отношениями. Хоть мы и говорили больше, первая позиция, что тянет назад наше представление, да, или пусть это даже какая-то вещь, но представление о стабильности, о стабильных отношениях. А по рыцарю перьев, вы знаете, тут вы и сами можете с позиции вам что-то надоело, резко как крутануть что-то. Или взять и принять во внимание, что то, что я давно хотел или хотела осуществить, вот сейчас, либо именно сейчас я что-то делаю, или как будто я меняю свое пространство. И, может быть, это касается дома. Может быть, у кого-то буквально переезд планируется. Я такое тоже не исключаю. Или этого не происходит никогда. Тут, правда, есть какой-то выбор. И вот смотрите, вы можете видеть, что вот как ваша душа вам просит, ну, чего-то такого, что откликается вот в этой самой вашей душе. Но иногда по рыцарю перьев это ведь может быть и противостояние. Когда нам говорят, делай так, не делай эдак. И получается вот такая, как вилка, да, между двух направлений. Одно дело это наша мечта, наше желание, а с другой стороны это какой-то совет. И мы оказываемся на выборе, поступать так или нет. Слушайте себя, мои дорогие. Так а что же это все же такое может быть? С чем это связано? Но есть тут какой-то момент, тут есть и по вещам. Посмотрите, магический круг, который из разных камешков создан и таких кубков, причем некоторые уже явно пустые, а некоторые еще наполнены. Но наша девушка уходит налегке. Может быть, это связано даже у кого-то из вас с уходом человека. Может быть, тут по-разному. Кто-то сам ушел, было расставание, а может быть, на сегодняшний день еще какое-то общение не прекратилось. А может быть, мои дорогие скорпионы, тут какие-то трофеи, прямо так и хочется сказать о былых победах, они как будто вам тоже не нужны. Может быть, это и чья-то вещь, чужая в вашем доме. Тогда нужно ее найти и буквально избавиться. Возможно, это то, что морально устарело. У кого-то старые фотографии. Может, там их целый пакет, мешок. А часто так бывает. Более дорогими бывают буквально несколько. А остальное смотришь, думаешь, а елки, когда это было и кто это такой? Ну, вот такое иногда бывает. Потому что, ну вот есть все равно элемент захламленности. Причем я не могу сказать, что этого много в вашей жизни. Нет, тут наоборот порядок. Но вот больше именно что-то мелкое мне, вот я так вижу, которое создает черную дыру, которая вас заново возвращает к каким-то мыслям. Все же больше мыслям, воспоминаниям. А тут нулевой аркан вам четко говорит, что наступает время идти вперед. Тебе сейчас как будто нужно, как и в собственную жизнь, они тебе необходимы, вот эти новые энергии. Для кого-то, может быть, отдохнуть нужно, мои дорогие. И здесь мы говорим о ментальном здоровье. Может быть, если вы водите машину, особенно вот по этой карте, смотрите, какая замечательная, солнечная в этой колоде. Это, знаете, поездка спонтанная, без определенного маршрута, пусть недалеко, где-то рядом. Сел, поехал, день-другой.
Переключись, как будто Скорпион, уйди в другое пространство. Посмотри на что-то другими глазами, и вам как будто нужно быть среди других людей. И пусть это какой-то пробный такой вариант, но вам эта перезагрузка нужна для вашей души. Есть какая-то усталость, потому что может быть накопившийся какой-то груз, забот для кого-то из вас, когда вы помогаете, может быть, вашим близким, когда вы тянете буквально какую-то лямку. И вот именно теперь, вторая половина июня, остановись. Или остановись на секунду, но лишь для того, чтобы понять, что вот нет, девушка уходит налегке. Может быть, и вам вот именно налегке какой-то спонтанный маршрут для самих себя. Может быть, то, о чем вы всегда мечтали, ведь у вас все опять же стабильно. Но это не та стабильность, которая радует, вдохновляет. Это та стабильность, от которой Скорпион может тихонько заскучать в уголке. Нельзя тут на горло собственной песни наступать. А у кого-то, знаете, все сложнее. У кого-то в отношениях. Есть воспоминания о прежних отношениях, добрых таких, искренних, о какой-то такой особенной любви. И вот эти воспоминания, это не так просто выбросить из головы, правда? О том, когда мы были по-настоящему счастливы. И все же карта переключает, две карты, переключают вас на будущую историю. Может быть, я не исключаю, для кого-то из вас должен состояться очень важный разговор. Здесь не нужно додумывать, здесь нужно выносить на поверхность, мои дорогие, потому что все то, что вы не прояснили, мои дорогие скорпионы, любимые, правда, это, как ненужную путаницу добавляет в вашей жизни. Давайте мы узнаем вот про отношения, потому что первая позиция больше об отношениях. Определитесь с чем-то. Но, может быть, для того, чтобы определиться, вам действительно ненадолго, вот я так вижу, нужно дать вот как себе перезагрузку в другом месте. Пусть вот даже это ненадолго, вы едете, и даже кто-то без машины, но усели и поехали. Вот именно вам нужно подумать о том, о чем-то очень важном. Но сделать, я бы это сказала, в какой-то другой обстановке. Когда вы среди других людей, может быть, совершенно незнакомых людей, когда дать ход вашей интуиции в каком-то ином измерении для вас будет очень важно для вашего благополучия, изобилия и процветания, отношения, кто зеркалит вас. По аркану Солнца тут могут быть очень важные люди. Причем мы сейчас достанем дополнительные карты, но по аркану Солнца, конечно, это то, что будет продолжаться как минимум 6-8 месяцев. И тут у каждого по-своему. У кого-то та история, которая вам, может быть, и сейчас есть общение. А для кого-то я предвижу так. Кто-то из вас может либо сам вернуться, либо кого-то возвращать. И я это тоже не исключаю. Новолуние в Близнецах дает заряд новой энергии, нового импульса. Мы можем прийти к выводу, что мы раньше чего-то не видели, что мы раньше что-то не рассмотрели в собственном партнере. Это может быть как и с вашей позиции, это может быть с позиции человека, когда вас будут тоже пытаться вернуть. У кого-то конкретно будет примирение. Для кого-то из вас это будет, может быть, даже, я не исключаю, для тех, кто один или одна. Может быть, да, была тоже какая-то история, которая долгое время грела душу. Вот что тут тогда зеркалит? Два старших аркана. Тогда сама судьба вас зеркалит, и вам предстоит какая-то очень важная встреча. И я не скажу, что это до конца июня. Старший аркан – это всегда более долгий период, но для кого-то из вас, для тех, кто один или одна. За последующие 6-8 месяцев по аркану Солнца вы можете встретить того человека, который будет вас как дополнять, с которым у вас будет такое общение, когда мы понимаем друг друга без слов. Для кого-то из вас это общение будет касаться работы. Я это тоже не исключаю. Причем по аркану Солнца это может наступить ясность, получение какой-то информации, или вы сами можете найти эту случайно даже информацию. Боже мой, ну вообще волшебно. Мои дорогие любимые скорпионы, в колоде Таро, кто часто смотрит, слышите, две карты выбора правильного направления. Солнце. 6-8 месяцев.
Звезда – это тоже выбор правильного направления. Ну, лет на 10, а то и 20. То есть это дистанция, которая покороче, а это то, что подлиннее. Вот вы с чем-то определяетесь. Почему все важно, то, что я говорила по первой позиции? Почему вот такой свежий взгляд на мир, на вещи, на себя самого, на свои желания? Тут нельзя никак вот сказать себе «я еще подожду». Подожду, да, вы можете сказать, но это когда рациональный ваш выбор, причем такой, который идет от души. Но это не то, что я подожду, пока кто-то там определится, что-то там надумает. Или когда там человек поумнеет, прозреет, да, ну, самые разные ситуации. И ведь у кого-то из вас это может касаться действительно жизни личной, вот как этой встречи, которая может произойти. И потом это будет тот человек, который на долгие годы. Но для кого-то это общение будет характеризовать какой-то ваш прорыв именно по вашей деятельности. Общение деловое, мои дорогие. Может быть, построение карьеры, совершенно новый какой-то, в новом ключе. Вам придется договариваться, все-таки мир, да? Но для кого-то из вас это может быть вторичный доход, открытие собственного дела, бизнеса. Здесь вы можете решиться на тот шаг, вот что вас зеркалит. Опять же, судьба вам сейчас дает возможности, мои дорогие любимые скорпионы. Подумайте, что это такое, с чем это связано. Я достану еще одну карту. Что это хотя бы понимать? Дела, документы, работа, бизнес или это о любви? А тут все вместе может быть, потому что, конечно, свечи это больше деловая сфера, безусловно, откуда к нам приходят деньги. Вот тут вы можете тоже, знаете, как задуматься о чем-то. Обратите внимание, падает полка, да, на этой карте, и человек, ну вот представьте, вы стоите, что-то рушится, что мы думаем, елки, за что тут ухватиться, непонятно, что тут нужно ловить. А карта говорит, да ты вообще отступи полшага назад, и пусть нехай рухнет. Потом разберешься. Тут уже достигла какая-то ситуация своего предела. Все же не могу сказать, что это будет дела, работа, бизнес. У кого-то это могут быть отношения. Долгие отношения, которые длились долгое время. Это не сиюминутное знакомство, а это могут возвращаться даже отношения, вполне вероятно. Люди или вы кого-то можете возвращать. Пытаться, по крайней мере. Потому что многое связывает. Именно уже и дел связывает. Не только там сюсю, ля-ля, чувства, трали-вали, да, будем говорить так уже. Я утрирую, конечно, но надеюсь, вы понимаете мой сленг. Нет, тут что-то, нечто большее соединяет двух людей. Как вместе, может быть, какие-то сложности, возможно, и какие-то проигрыши, может быть, и сложные отношения. Но в чем-то вы были счастливы. Вот у кого-то из вас, у кого это откликается, переложите на себя. Что отпустить? За что себя, возможно, не корить, простить? За то, что вы на что-то согласились, вы кому-то доверились, вы взаимодействовали с человеком, но как пошли с ним, может быть, на согласие, на компромисс, или согласились участвовать в какой-то теме, деле, работе, а потом он подвел. Тут простить и самого себя, и простить кого-то. Простить это значит, как вот именно отпустить. Мы принимаем, потому что, ну да, это было прежде, мы в чем-то были уверены, или мы в чем-то были наивны. И вот, видимо, самое ценное, за что может или в чем может теряться удача, когда мы себе составили определенный план, что должно быть так, а ну на тебе и это. Вот, видимо, именно такие ситуации вам нужно отпускать. За что себя простить? Ну, карта наивности, карта некоторых иллюзий, мои дорогие. Может быть, у иллюзорных трат вы могли потратиться на что-то или буквально на кого-то. А потом мы понимаем, что нет, этого не следовало делать. У кого-то может проиграться даже недавнее какое-то приобретение, покупка, а вот даже банально, да? И вы будете смотреть на эту вещь, а тем не менее, внимание, а это черная дыра. Ну вот действительно, гадко съесте, жалко кинуть. И все. А кинуть надо. Вот как будто так, мои дорогие. Потому что если любая вещь, она должна быть функциональна. Если она не функциональна, или она дала где-то трещину, или, мои дорогие, разбитая посуда, сколы, какие-то отломанные ручки, или, ну, пусть даже малый скол, расчищайте, правда, свое пространство. Здесь вот
какие-то напоминания в виде фотографий, каких-то мелких вещей вам создают не ту ауру, потому что у вас, вы действительно где-то иллюзорность или включение в те темы, куда вас затягивают или на что вы по доброте душевной, я такого не исключаю. Недаром говорят, скорпиона можно обмануть, но только один раз. Ну, есть же такие отчаянные, да, кто вас не знает. И тем не менее, потом-то ведь прозрение наступает. Вот от всего такого, знаете, скользко, непонятно, мутного. Это может быть как та черная дыра, куда уходят ваши финансы. Вот будьте внимательны, мои дорогие, потому что именно в этом, ведь эта карта мало что финансового успеха, стабильности, так это карта еще и помощи высших сил. Почему, наверное, у нас так и выпадает второй вариант отношения. Я говорила тут по-разному. Что-то очень важное решается, но вы не можете что-то проигнорировать. Вы как будто отказываетесь здесь от поддержки собственного ангела. Здесь нельзя. Что семерка чаш, что карта информационного хаоса. Тут нас могут вводить в заблуждение, ну, как бы намеренно, но мы и сами, да, обманываться рады тоже. Поэтому тут вот нужно будет для вас понимать, на что вы соглашаетесь, а что уже пришло время подвести под знаменатель и сказать прощай. Вот тут явно какая-то история. И себя не надо тут корить, да, что когда-то прежде, ну, какой-то мы ляпсус, мы все люди. Тут не корить себя в принципе за мелкие ошибки, не заниматься самоедством. А вы можете, мои дорогие, устроить себе глубокую философию на мелком месте. Позвольте себе ошибаться, идти дальше. Потому что, когда мы позволяем себе ошибаться, мы понимаем, это, знаете, как мера ответственности. Мы ее не перекладываем на кого-то, мы не говорим, а, вот это такой человек, он был такой-сякой. Мы с другим подходом говорим себе, да нет, это я, балда, там, ну, вот доверилась, и в итоге такой ляпсус. Или это я сглупил, нашел вот эти грабли. Понимаете, то есть мы именно с позиции самого себя, что это была наша ошибка. И в этом, магия. С этого прямо какого-то момента вас отпускает какая-то внутренняя тяжесть, внутренняя боль. Потому что мы себе честно сказали, ну да, люди-то ведь не поменяются. Как врали, так и будут врать. Как обещали что-то, а потом не делали, допустим, ну это тоже продолжится. Обстоятельства. Мы думали, так сложится, ну оно тебе по-другому уже сложилось. Но это мы так воспринимали. А получилось именно так. И вот когда мы позволяем эту ошибку, тут, знаете, планка резко поднимается, геометрической прогрессии растет ваша самодостаточность. Почему-то до конца июня для вас это очень важно. Так вот, что же важно сейчас? Ваш самый главный ресурс – это вы сами. И здесь две позиции. Вот как маг-волшебник, у него 4 стихии, а король чаш – это единственная карта в колоде, у кого 2 стихии четко. Первая – уметь дарить любовь и принимать любовь. Как вы, мои дорогие, любимые скорпионы. Но и зарабатывать умеет. Умеет делать своими руками. Умеет быть материалистом. Умеет сложить, да, для себя это финансовое благополучие. И вот здесь нельзя смешать одно и другое. Разделять чувства и разделять какую-то конкретику. И если мы решаем финансовые вопросы, не надо туда добавлять эмоций. А если это вопросы именно любви и чувств, не нужно добавлять туда сухого прагматизма. Что важно сейчас, ваш главный ресурс. Ваш главный ресурс – это вы сами. И вот обратите внимание, правда, тут как-то договориться и решиться на что-то надо. Нам показана девушка, она читает молитву, а стоя на перроне, явно пронизывающий снег, ветер, когда, да, колкий такой вот снег, и ей, может быть, и холодно, но вот у нее сейчас какое-то очень важное дело. Она, сложив руки, именно молится про себя, за то, чтобы у нее что-то могло осуществиться и получиться. Явно есть какая-то, как заноза, я говорю, по 5 пентаклей, когда что-то не идет, что-то пробуксовывает. И здесь вера, безусловно, в самих себя. Но и она ведь, раз она молится, она понимает, что может быть один вариант, а может быть и альтернативный. Тогда она готова к тому, если что-то пойдет не так, быстро, как будто включится вопрос или что-то переиграть.
может быть, пойти на какой-то компромисс, потому что сама по себе карта предусматривает, что мы договариваемся. Тут ведь, знаете, как недостаток во взаимопонимании, и не должно быть недостатка по финансам, мои дорогие. Тут нельзя что-то решить одно за счет другого. Вот в чем вопрос, это точно. Потому что, ну, это как по Плутону будем говорить. Что-то пытается, тем не менее, в вашей жизни завершиться. Может быть, как сама судьба. Тут у вас, посмотрите на кону. Я бы сказала, что тут сама судьба видит вас, как вашу миссию, ваше участие, вашу судьбу совершенно в другом ключе. Мои дорогие скорпионы, ведь вы можете этого не видеть. Вы можете воспринимать какое-то событие, когда, ну, это как все рухнуло, а на самом деле нет. Это трансформация, что переводит вас на новый уровень. Что важно сейчас, ваш самый главный ресурс. Плутон. Никто, как вы, мои дорогие любимые скорпионы, не может договориться с этим Плутоном. Это ваша планета-управитель. Это владыка кармы, владыка прошлого. Поэтому, ну, это еще и владыка сокровищ, вообще-то, на всякий случай. Поэтому пятерка пентаклей. Вот правда, тут нельзя пойти на тот компромисс, как компромисс с самим собой. Вот с кем угодно, если вы видите в этом ваш интерес, внимание, интерес, это не про искренность. Вот именно какой-то меркантильный, может быть, интерес, материальный интерес, то тогда мы очерчиваем четкие рамки и понимаем, на какую глубину мы готовы зайти в отношения или в нашем интересе. Ну и второй момент, насколько по дистанции мы готовы долго это продолжать. Вот с чем-то подобным вы определяетесь. Плутон буквально вам в помощь. Он может создавать, старший аркан, мои дорогие, для вас такие ситуации, когда как будто заставляет само провидение, может быть, вам как демонстрирует на ладони какую-то ситуацию по отношениям, по деньгам, может быть, по вашим планам, что вот именно сейчас, ну, дорогой Скорпион, ведь ты такой сильный, давай ты сейчас именно про себя в этот момент до конца июня никак не забудешь и увидишь вот какую-то реальность, не так, как, может быть, хотелось прежде, а с позиции здорового равнодушия, что да, сейчас есть так. И, может быть, раньше я думала как-то иначе, но теперь я все равно иду вперед. У меня на кону нечто более важное. Это еще не конец, это трансформация. Много общения вам предстоит. Это ваш ресурс. Ваш ресурс будет правильно это общение как распределить или профильтровать. Девушка, как отвечает на звонки, тут у нас телефон и блокнот она держит, да, чашка кофе, как будто многозадачность какая-то. И тут список целый дел. Но Паш, ведь это всегда и есть элемент инфантильности, незрелости. Вот за что вы возьметесь, а куда вы потратите, по крайней мере, ваши ресурсы в пустоту. Будьте готовы к большому количеству информации, но точно так же по этой карте иногда нам так пыль в глаза тоже могут пускать, потому что это добрые эмоции. Вот тут на волне добрых эмоций не согласиться на что-то подобное, что мы себя как отбросим назад. Вот я больше вижу именно так. Но что-то вас будет радовать. Может быть, в этом как проверка на прочность, мои дорогие. Что же изменится помимо вашей воли? И что изменит вас? А тем не менее, вот смотрите, вы можете узнать какую-то тайну. Вы можете узнать, что вас кто-то обманывал. Вы можете узнать, что вы сами где-то обманулись. Возможно, и так. Но тогда вы будете тоже проводить параллели, почему это все произошло, случилось. И если мы говорим, что изменится, вот эта правда, которую вы узнаете, она служит тем поворотным моментом, как вперед в будущее. Изменение, может быть, ваших планов на будущее, вот это тоже. Но тут мы говорили, сейчас не совсем время строить планы на будущее. Здесь вот именно о себе нужно позаботиться. Опять же, мои дорогие, Хирон в Тельце. Поверьте, в следующем году, весной, когда уже окончательно Хирон поселится в Тельце, он вернется еще в Овен, и мы будем что-то доделывать в этом году. А вот в следующем там больше заботы о самих себе. Для вас будет это просто необходимо. Поэтому будьте внимательны буквально до середины сентября к тому, что происходит в вашей жизни, потому что все происходит не случайно. И какие-то тайны будут вам открываться. И, может быть, ваша доверять себе, да, вашей собственной чуйке. Может быть, вы себя дали на что-то уговорить, а потом увидели, что эх, зря вот так вот сделал. Может быть, вы узнаете о человеке какую-то шокирующую тайну.
И это тоже будет поворотный момент к какому-то вашему решению. Вот смотрите, по аркану умеренности вы можете даже оказаться, что изменит вас. Вы можете случайно оказаться в какой-то ситуации. Будьте внимательны, берегите себя, потому что нас могут на что-то уговорить, и мы можем куда-то отправиться, согласиться на какое-то дело, а это будет заведомо обман. Как будто на берегу проверяйте информацию всячески, как это только можно. Вот я должна это предупредить. Потому как, знаете, люди будут обещать одно не случайно, пятерка жезлов. И это тоже как что отпустить, а что себя простить. Может быть, что-то подобное как раз вы сейчас уже переживаете. Может быть, это случилось в июне, а может быть и прежде. Тут мы все разные. Но вот именно когда вдруг открылись глаза, вы кому-то могли доверять, но не случайно, старший аркан, вы не случайно именно в подобной ситуации оказались, потому что не было бы счастья, да несчастье помогло, потому как тысячи дорог сходятся именно в этой точке ваших новых направлений, новых возможностей, но именно новых методов, я бы сказала. Не случайная случайность проходит по этой карте, а с учетом семерки мечей, почему я говорю, вы можете узнать тайну даже о каком-то человеке. Тайна у кого-то может совпадать с решением финансовых вопросов или с финансовым интересом. В вас кто-то может видеть интерес. Может быть, это вам, кстати, какая-то прежняя история, что изменится, вам что-то захочется изменить, и для кого-то, правда, будет та история, отшельник, да, это мудрец. Вам никто вот не мешает, вот я должна это сказать, да, что изменится. И на последующий период вам тоже ничто не будет мешать, причем на достаточно долгий период. Но есть какие-то вопросы, мои дорогие скорпионы, ведь это философ, да, который идет своим путем. Вас могут не понимать. И это не обязательно, чтобы все понимали, все нас одобряли. Ну, не одобряют и не надо. Ну, не понимают, ну окей. 10 не понимают, 100 не понимают, 1 поймет. Вам нужно искать своих людей. Вам нужны очень, прям как воздух. Пусть это будет 1 человек или 2, но те, которые надежны. Кто-то из лучших побуждений, кто-то может выстраивать свои какие-то перипетии. Да, я не имею в виду вас, а из людей, которые в вашем окружении, желая нам добра. Иногда родители, желая нам добра, начинают давать советы. Ну, а дети-то ведь в другом, как бы измерении находятся. Это реальность. Вот есть какой-то важный момент в вашей жизни, который вам предстоит, мои дорогие скорпионы, решить. И вполне вероятно, это будет как у вас на что-то открылись глаза. Может быть, и была какая-то, вот, кстати, ложь во спасение, да? Но, тем не менее, может быть, то, что как становится явью, это тоже требуется объяснить. Ну, может быть, вот когда я такое допускаю, правду вы эту слышите, и может Скорпион не захотеть никаких объяснений, а сам может что-то прекратить. Пусть не для всех, но я такое допускаю. Вот знаете, должна сказать, вот смотрю на карты, а ведь астрологически это тоже так же. У меня написан гороскоп на июнь уже давно. На моем сайте можете перейти и прочитать. Перейдете на сайт, если кому интересно, или больше информации, ссылка в описании под видео на мой сайт. Так вот там, если мне память не изменяет, вы можете, знаете как, подумать в июне или вот прямо сейчас, или никогда. Или сейчас все, или ничего. Вот такие полярные энергии, а с учетом 13-го аркана где-то так оно и есть. А добавляет еще и 20-й старший аркан. Да, это карта выздоровления. Поэтому да, пусть даже какие-то моменты такие происходят, но для вас, вы посмотрите, у вас будущее на пороге. Оно уже подошло вплотную к вашей судьбе. Но то, что мы не видим, то, что нам кажется какой-то мелочью, ведь все стабильно. Праздник после победы. А на самом деле есть какой-то очень тонкий нюанс, который касается вашей души, ваших планов, ваших мечтаний в хорошем смысле. Но это то, что вы именно знаете, и не знает никто другой. Так вот, по сути дела, это аркан «Дорога к свету», мои дорогие. Но это пороговое значение между прошлым и будущим. Что же произойдет дальше? Но нам говорят,
ваши более продуманные действия, мои дорогие. Здесь куда-то не нужно торопиться. Здесь, правда, есть какая-то ситуация зависимая, опять же, старший аркан, 15-й дьявол. И здесь могут быть зависимые отношения даже, может быть, по работе. Или это будет касаться финансов, да, когда мы связаны какими-то узлами, путами, потому что подписали какой-то документ, или мы имеем общий бизнес, например. Ну вот перекладывайте на себя. И вот, может быть, есть какая-то задача, из которой вы будете выходить не резко, не сразу, но как-то так, мудро, хитро, умело. И я не исключаю, но все же 15-й аркан нас призывает не замечтаться, потому что мы не должны оказаться в заложниках. Что будет дальше? Вообще, это карта будущего. Кто-то из вас может даже приступить для того, чтобы, к примеру, для себя, как по 15-му аркану, создать как подушку безопасности, дополнительный источник дохода, особенно с рыцарем Пентакля и тройка Пентаклей. Потому что ведь это, знаете, как сам по себе экзамен, и у кого-то может проигрываться сдача экзамен, поступление или получение какого-то сертификата. Вам нужно это получить, и тогда вам высшие силы помогают. Если с первого раза вдруг не сдали, поверьте, вы все равно это сдадите, потому что это как вот прописано в скрижалях вашей судьбы. Но вот тут будет что-то все в свое время. По этой карте также это как новая команда может быть, поэтому кому-то предстоит, что будет дальше. Новые люди, я вот говорила. Кому-то суждено уйти из вашей жизни, но значит, помните, мои дорогие, придут совершенно новые. 4 Пентаклей, что будет в будущем? Как будто Скорпион, понимай, что ты себя не должен обесточить, буквально финансового, но и понимай, за что держаться и, может быть, кого удерживать, а кого пора отпускать. Вот как-то так. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и берегите себя. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.